Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Этим роликом мы открываем целую серию, посвященную изучению программного комплекса Revit, одного из основополагающих в технологии информационного моделирования BIM. Мы планируем выпускать ролики минимум 1 в неделю и всего около 30 роликов, посвященных работе с программой, оформлению документации, созданию архитектурной модели. И в результате, после изучения всего материала, который мы с вами постараемся вместе разобрать, мы будем способны построить архитектурную модель и подготовить рабочую документацию. Ну а теперь непосредственно к теме нашего сегодняшнего занятия. При работе с программой, что необходимо знать в начале, некоторые общие сведения. Чтобы запустить программу, необходимо щелкнуть по иконке на рабочем столе, и открывается вот такое вступительное окно. Здесь мы имеем возможность, сначала справа, открыть справку, посмотреть видеоролики о функциях, обучающие видеоролики, попасть в сообщество Revit, дальше посмотреть новые возможности. Это такие ресурсы. И главная левая часть, здесь мы можем открыть проект, который существует. Если мы здесь нажмем, откроется окно выбора, и мы можем выбрать проект, над которым мы уже работали. Дальше можем мы создать проект чистый с нуля, без всякой наполнения. То есть там в этом проекте уже задать все, начиная от единиц измерения, загрузить необходимые семейства для дальнейшей работы. Это самый сложный путь. Ну и дальше можно воспользоваться шаблонами. Вот здесь у меня 5 шаблонов. Шаблоны здесь у меня стоят и шаблоны стандартные, вот, например, архитектурный шаблон, и плюс уже шаблоны, которые адаптированы для работы непосредственно с нашими стандартами. Ну, начнем и будем мы работать пока с шаблоном, который здесь заранее предустановлен. Нажимаю я на архитектурный шаблон, и откроется шаблон, в котором уже заранее произведены определенные настройки. Какие это настройки? Это прежде всего загружены семейства различные, значит, установлены шрифты, настроены размеры, тексты и все подобные вещи, марки загружены, которые нам позволяют оформлять документацию. Значит, надо иметь в виду, что вообще-то в идеале хорошо каждому самостоятельно, в соответствии с своими потребностями, настроить шаблон для себя. Ну, это, конечно, довольно такая сложная работа и не для первого занятия. Поэтому мы об этом пока не говорим, и попозже, когда наступит время, мы об этом поговорим, как создать свой собственный шаблон. Ну а теперь давайте разберемся с интерфейсом программы. То, что мы видим после того, когда программа запустилась и мы открыли шаблон. Если вы ранее работали, например, с AutoCAD, то вам станет конструкция самого интерфейса знакома. Точно так же есть такая лента, на которой имеются закладки. И каждой закладке соответствует свой набор инструментов. Вот я нажимаю другую закладку, и видите, набор инструментов здесь поменялся. Следующую свой набор инструментов. Ну, я вернусь к первой закладочке, которая называется архитектура. Вверху у нас есть панель быстрого доступа. Здесь есть уже заранее значки установленные, иконки отдельных команд, которыми мы часто пользуемся. Ну, вы видите, например, это отменить, повторить, печать, измерить между двумя опорными. Вот, например, здесь изменение толщины линий, если нам необходимо, закрытие и открытие окон, смена окон. Ну, то есть то, что мы часто пользуемся.
Но можно сюда добавить и впоследствии свои необходимые инструменты, которыми мы будем более часто пользоваться. Дальше. Имеются две важные таблички. Одна табличка называется «Свойства» или «Палитра свойств». Вторая табличка называется «Диспетчер проекта». Мы чуть позже о них поговорим подробнее. Дальше. Вот это сам непосредственно рабочая область, окно. И на рабочей области вот здесь внизу имеется строка управления видимостью. Да, строка управления видимостью, которая имеется на каждом окне. Этой мы будем строкой постоянно пользоваться. И дальше. Под лентой может возникать панель параметров. Ее так по умолчанию нет, но при выборе определенных, например, инструментов, ну скажем, стена архитектурная, вот мы ее когда выберем, то видите, под лентой появилась еще одна такая строка. Эта строка называется панель параметров. Это форма этой панели, содержание ее, для разных инструментов оно бывает разным. Здесь есть вынесены такие показатели, которые мы можем с вами настроить. Ну, например, для стены это направление построения, высота или глубина. Дальше, к какому элементу будет присоединяться стена. Или она будет просто свободная, либо она к уровню 1, к уровню 2. Как осуществляется привязка. Вот видите, есть здесь разные варианты. Будет ли она строиться непрерывно или надо каждый кусочек стены строить по отдельности. Может быть необходимо добавить смещение, может быть необходимо сделать закругление в стыке стен, здесь мы можем указать радиус. Но вот этот элемент, он появляется и может появляться и исчезать, да, в зависимости от того, что мы с вами делаем. На рабочем столе может быть окно одно, а может быть их и несколько. Ну, давайте для примера мы создадим еще 3D-вид по умолчанию и поставим два окошка рядом. По умолчанию они, видите, становятся так. 3D-вид справа, план этажа слева. Дело вкуса, как они будут располагаться. Ну, например, я предпочитаю, чтобы был у нас 3D-вид справа и чуть-чуть меньше. А, например, сам план или фасад находился вот здесь с левой стороны. Ну, мне так кажется удобнее. Можно расположить окна каскадом, ну как кому удобнее. Можно хоть 4 там открыть окна сразу вместе. Но это просто будет, наверное, несколько неудобно. Ну а теперь давайте поговорим немножечко о таких элементах, которые сразу видны здесь. Еще это такой, как, например, видовой куб. Этот видовой куб вам будет знаком, наверное, вам знаком из автокада, и назначение этого куба это ориентация 3D вида. Вот по нему видите подписаны грани его сверху, спереди, справа. Если мы щелкнем на грани, то вид здесь повернется и станет как вид сверху. Можем мы щелкнуть с другой стороны, слева. Можем мы щелкнуть на уголке, тогда он займет такую позицию, как в аксонометрии, с другой стороны. Кроме того, когда мы подводим курсор к вот этому кубу, то видим, здесь такой появляется домик. Если мы что-то на чертеже потеряли или хотим увидеть все, что мы делали на чертеже, достаточно нажать на этот кубик, и все, что у нас построено, оно все займет ровно, расположится в этом рабочем окне. Ну а теперь давайте посмотрим две наши главных таблички. Ну, я не называл здесь команды все. Почему? Потому что мы будем с вами, когда работать, то будем сталкиваться с этими командами и будем подробнее о них говорить. Ну, я только остановлюсь о некоторых, которые нам первоначально будут нужны.
Это первая кнопочка, это уровень детализации. Он может быть низкий, средний, высокий. Если мы выбираем, то меняется уровень детализации. В чем это заключается? Ну, например, стена многослойная может быть отображаться на чертеже двумя линиями при низком уровне детализации. При среднем будут линии, соответствующие слоям. При высоком будет еще штриховка. Вот так приблизительно это работает. Дальше, следующая кнопочка — это визуальный стиль. Он может быть каркас, скрытая линия, тонированный, заливка, реалистичный, трассировка лучей. Когда мы будем работать на 3D видео, у нас будет получаться, да, что-то за модель, то мы будем ее включать, и вы увидите, как оно работает. Ну, еще один, если инструмент полезный и нужный нам будет сразу, это временное скрытие, изоляция. Мы можем отдельные элементы выбирать и их временно скрывать. То есть не удаляются они просто не видны становятся на данном виде, где мы эту операцию выполнили. Ну а теперь к нашим табличкам. Первая табличка называется так: свойства. Или палитра свойств, ее называют так. В этой табличке отображается свойство того элемента, который в данный момент выбран. Ну, в данный момент у нас здесь ничего нет, да, поэтому здесь отображается свойство выбранного, это что? Плана. Вот видите, план этажа выбран. И здесь расположены все характеристики, которые мы можем либо посмотреть, либо взять их и изменить. Ну, например, смотрите, масштаб. Мы здесь можем открыть и поставить нашему плану, видите, совершенно разный масштаб, включая пользовательский. Дальше, отображение модели здесь можем поставить, поменять его. Нормально, полутона не отображать, да, есть варианты. Уровень детализации. Мы его внизу вот здесь поставили, но это можно сделать и через палитру свойств. Дальше здесь видимость частей показать, переопределить. Переопределение графики изменить. Вот если мы нажмем на переопределение графики, то получим табличку, которая называется «Переопределение видимости графики для плана». И здесь мы можем, например, задать фильтры по дисциплинам. Можем указать, что можно показывать категории модели на этом виде. И можем снять какие-то категории. При этом та категория, вот, которую мы галочку снимем, то она не будет видна на плане. То есть, например, у нас есть план обычный, да, мы хотим сделать вкладочный план, и там, например, двери показывать не нужно, и окна. То мы галочку снимем, где двери, галочку снимем, где окна, и нажмем ОК, и на нашем плане окна, они будут присутствовать, но здесь видны не будут. И мы можем создать из этого плана план, допустим, вкладочный. Параметры отображения графики здесь можем поменять, стиль отображения модели, прозрачность можем поменять, тени, эскизные линии, затемнение, освещение, экспозицию. Все это можем поменять. Ориентацию можем поменять на условный север или истинный север. В чем тут разница? Когда на условный север стоит ориентация, то у нас стоит наш план строго параллельно, перпендикулярно. Да? Если мы поставим истинный север, то он может быть стоять, например, с поворотом на какой-то угол. Дальше можем здесь еще что? Показать невидимые категории, установить, назначить дисциплину, видите, к которой она будет план относиться, положение цветовой схемы применить, вообще создать цветовую схему для этого плана. Дальше указать подложку, диапазон выше, ниже. Что это означает? По умолчанию здесь мы видим то, что изображено на этом плане. Допустим, это план первого этажа, а у нас еще есть план уровень земли. Если мы хотим что-то здесь делать, то нам не мешало бы видеть то, что есть на уровне земли, например, фундамент.
А здесь его не видно. Поэтому мы можем что сделать? Включить подложку здесь, например, уровень такой-то. И тогда здесь то, что есть на плане, допустим, уровень Земли, оно здесь будет показываться такими тонкими линиями, чтобы было видно, что это не принадлежит этому плану. Но нам удобно для построения. Ну, также можно здесь включить диапазон вверх, верхний уровень, что будет видно, ориентацию подложки, границы вида, можно обрезать вид, показать границу, секущий диапазон, то есть это пределы, в которых будет то, что будет видно на плане. Видимости, подрезку, задать шаблон вида уже настроенный. Ну, какие здесь писать имя у вида, как чтобы он назывался, и дальше, чтобы он фигурировал именно под таким именем. Заголовки на листе. Можно включить здесь фильтры по стадиям. Может быть, здесь мы можем включить, показать то, что сносится, текущую стадию, полностью новый, существующий. Здесь же мы можем задать стадию, да, существующая и новая конструкция. То есть вот для плана этажа такие вещи мы здесь можем в палитре свойств поменять. Также здесь мы можем выбрать варианты. Например, план этажа может быть шаблон его другой. То можем мы здесь выбрать и что-то другое. Можем поменять тип плана. И вот здесь мы можем поменять тут шаблон, какой у него применяется, марки фрагментов, метки связи в этом, вот на этой кнопочке. Можем открыть план этажа уровень 1 здесь или другой, который у нас существует. Если мы возьмем, для примера, давайте возьмем стену архитектурную, там базовую, и построим кусочек стены. И посмотрим. Теперь выберем стену и посмотрим. Вот у нас здесь сейчас в палитре свойств появились характеристики свойства элемента, который выбран. Это уже не план, это стена. И посмотрите, для стены здесь другие варианты сведений. То есть здесь есть уже линия привязки, базовая зависимость, видите, какие примыкания, границы помещений и много-много других сведений, включая размеры, длину, площадь и объем стены. Вот что получилось. Если я снял выделение, то у меня здесь что? Опять вернулось на свойства плана. И так по любому элементу, какой бы мы с вами ни выбрали. Да, какой бы мы ни выбрали, появляется его свойство. Значит, эта табличка очень важна, и она должна быть все время открыта. Что делать, если она потерялась? Щелкнуть правой клавишей, и вот здесь должна стоять галочка. Это вариант первый. И второй вариант — открыть вкладочку «Вид», интерфейс пользователя, и вот здесь, где свойства, должна стоять галочка. Ну и, кстати, вот здесь должна стоять галочка «Диспетчер проект». Это вторая табличка. Да, вторая табличка. Ну а теперь давайте посмотрим вторую табличку, которая называется «Диспетчер табличка». Диспетчер проекта. Значит, такая табличка сама по себе — это очень удобный организатор всей документации, которая у нас есть. Я думаю, многим приходилось сталкиваться с тем, что мы создавали какой-то документ и теряли его, да, у себя где-то или на рабочем столе, на каких-то дисках, забывали, как он называется, и точно знаем, что он есть, а его найти не можем. В Revit такое случиться не может. Для этого есть диспетчер проекта. И все, что мы создаем, оно все здесь хранится. И мало того, что хранится, оно упорядоченно хранится. То есть, смотрите, что здесь есть. Диспетчер, виды. И виды разбиты на группы. Это планы этажей, планы потолков, 3D-виды и фасады. Здесь нет, например, разрезов. Но если мы создадим разрез, потому что его надо создать, по умолчанию его нету,
то появится еще одна кнопочка с плюсиком, и там будут лежать разрезы. Там же, допустим, что мы еще можем создать чертежный вид. Он тоже появится и будет здесь. В общем, все, что мы будем касающиеся разного рода видов создавать, то все мы можем найти вот здесь. Например, планы этажей. Раскрываем кнопочку, нажимая на плюсик. И смотрите, у нас по умолчанию здесь есть три готовых плана. План называется площадка, уровень 1, уровень 2. Ну, это по умолчанию в шаблоне такие планы созданы. Мы, во-первых, можем их переименовать, да, назвать их как нам нужно. Например, уровень земли, там план первого этажа, план второго этажа и так далее. Так, и назначить свои характеристики. В диспетчере проектов поменяется название так, как мы понаименовали наши планы. Если мы будем создавать там больше планов, 3, 5, от 5 этажа, 10, 15, все они будут здесь. Только в этом месте их можно найти. Кроме планов, у нас есть еще планы потолков. Значит, эти планы тоже нужны для размещения, например, светильников, для устройства разного рода подвесных потолков. Это делается именно на планах потолков. Иногда путают, да, планы этажей и планы потолков. Это разные планы. И поэтому не надо это делать, путать. 3D виды, понятно, вот мы создали здесь один 3D вид, вот он здесь и записан. То же самое мы его можем переименовать так, как нам это необходимо. Дальше, фасады. По умолчанию здесь есть 4 фасада, и они называются по именам сторон горизонта. Это восточный, западный, северный и южный. На плане этажа вот вы видите здесь такие значки. Эти значки указывают на направление взгляда на фасады. То есть, вот если мы значок отсюда удалим, то один из фасадов здесь пропадет. Да, пропадет. Поэтому делать этого не надо. И все, что мы будем делать, то надо делать вот в этой зоне между этими значками. Тогда мы на фасаде будем видеть все то, что нам необходимо в нужном нам положении. Если, конечно, у нас тут, допустим, что-то не помещается, то мы можем этот значок выбрать и, соответственно, его перенести, да, для того, чтобы нам было удобно здесь работать. Но удалять его не рекомендуется. Все по видам. Дальше. Мы будем в процессе работы создавать легенды. Все легенды, которые мы будем создавать, они будут помещаться вот здесь, в этом списке. И сколько бы мы их ни сделали, все они будут здесь. Дальше. Мы будем создавать ведомости спецификаций. Все, что мы создадим ведомости и спецификации, они все будут здесь, точно так же, как планы, появляться и раскрываться. Точно так же здесь мы будем создавать листы. И все они будут здесь, и отсюда их можно будет открывать и группировать. Дальше. Следующее в диспетчере это семейство. Когда мы раскроем этот списочек, видите, здесь большой набор семейств. Большой набор семейств. О семействах мы будем говорить отдельно, будем подробно разбирать, что это такое, как оно работает. Ну, в данном случае, чтобы нам было понятно, что такое, например, семейство дверей. Вот видите, здесь есть семейство дверей. И вот тут их несколько разных вариантов. Что это такое? Это вот я беру, выделяю, создать экземпляр и, например, поставил сюда дверь в стену. И вот смотрите, я включу визуальный стиль реалистичный, чтобы был виден. Вот у меня бетонная здесь стена, и в ней стоит дверь, да, модель двери. Очевидно, что двери могут быть разные, да, поэтому каждая вот такая дверь, это есть одно семейство. И в данном шаблоне заранее подгружены вот только такие двери.
Но это далеко не все. Мы можем потом разберемся, как делать из библиотеки, вставить свое семейство двери. Вот из библиотеки, если мы загрузим семейство двери, то его искать надо будет где? Вот здесь, да, оно появится здесь. Какое-то другое, да, другое. Или так касается всех других элементов. Здесь видите, вплоть до того, что есть трубы, каркасы, короба, крыши разные, лестницы. Вот видите, сколько лестниц разных появляется. Косауры, видите, вот по умолчанию есть один. Но мы можем что? При необходимости загрузить и другой. Площадки и все прочее есть. Профили, стены. Ну, все что угодно. И даже, например, есть элементы узлов. Ну, например, цветовая область и разрез. Вот все, что тут в этом находится, да, в этой папочке семейства. Да, семейство. Дальше, следующее, что здесь есть, это группы. Группы, ну, сразу надо сказать, что такое. Это несколько семейств, объединенных в единое целое. И работать можно с единым целым этим объектом. Это напоминает нам такую конструкцию, как, например, в автокаде блок. Ну, скажем, вот у нас есть стол, там 4 стула. И мы там расставляем по комнатах именно стол и 4 стула. Можно ставить по отдельности стол, каждый раз ставить по стульям, но это будет, ну, долго. А можно что? Создать одну группу и расставлять эту группу. Это будет гораздо быстрее. Вот для такой цели эти группы и предназначены. И самое, наверное, интересное, то вот здесь последнее, что есть в диспетчере, это связанные файлы Revit. Здесь будут появляться привязанные файлы Revit, с которыми ведется совместная работа. Это вообще такое самое, наверное, одно из интереснейших возможностей, которую предоставляет Revit. Это работать разным специалистам одновременно. Не последовательно, а параллельно, что, конечно, ускоряет процесс работы значительно. Ну, как это все работает, мы уже будем об этом говорить отдельно, поскольку это тема для отдельного большого занятия, для того, чтобы разобраться, как это все работает. Ну, а теперь давайте некоторые подведем итоги того, о чем мы с вами говорили. Мы должны в итоге знать, как выбрать шаблон. Раз. Дальше. После этого, пока мы не говорим о том, как его настроить, да, как сделать другой, какой-то загрузить, пока просто выбрали. И вообще советую сначала работать в тех стандартных, которые у нас загружены в программу по умолчанию. Дальше. Мы должны представлять собой, что такое у нас интерфейс, лента, как искать, где инструмент, на какой закладочке. Для этого я советую посмотреть все закладочки, да, что на них есть, на этих закладочках, какие инструменты и как с этими, ну, где что встречается. Первоначально мы будем в основном работать архитектура, вкладочка, да, ну, аннотации, вкладочка, вставить тоже самое вкладочка. Пока вот эти первые 3 вкладочки. Надо представлять, что тут у нас есть окно. Можно поставить их несколько. И надо научиться ставить, открывать несколько окон рядом. И плюс знать четко палитра свойств. То есть место, где можно найти любые сведения по выбранному объекту. И знать диспетчер проекта, где мы можем найти что? Любой план, любую легенду, ведомость, семейство, которое у нас в проекте есть. Вот это пока все по теме сегодняшнего занятия. Подписывайтесь, следите за новыми выпусками. Раз минимум в неделю один новый выпуск гарантируем.